процесс продолжен переговоров, и это уже хорошо. Ведь посмотрите, как процесс развивался в последние годы. У нас бывали случаи, когда бывала одна встреча в году, и все. Тут идет процесс. Причем процесс идет не переливание из пустого в порожнее. На столе лежат реальные предложения с обоих сторон. Идет предметный разговор, каким образом можно увязать одни предложения и вторые. Хочу сказать, что в том, что в Москве не было большого успеха, в этом во многом виноват именно Запад. Причем, если говорить конкретно о странах, то, по-видимому, здесь основная вина лежит на США, Франции и Великобритании. Почему? Потому что на встрече в Стамбуле в апреле этого года Иран сделал полшага, но конкретных полшага. Он сказал: мы готовы приостановить процесс до обогащения урана. А что за это предложили Ирану? Ирану за это предложили то, что Ирану не нужно. Ну, например, ему сказали: мы готовы поставить ядерное топливо в Тегеранского исследовательского реактора. Они сказали: спасибо, мы можем произвести сами. Ирану сказали: давайте вывезем тот материал, который вы наработали. Но Иран сказал: зачем мы будем вывозить, с каких оснований? По сути, если бы Ирану предложили бы что-то серьезное, ну, например, взяли бы, уменьшили те финансово-экономические санкции, которые были введены в отношении Ирана со стороны Европейского Союза. Причем, хочу сказать, эти санкции выходили за рамки резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. И с этой точки зрения, ну, например, можно было сказать: за то, что вы ограничите процесс до обогащения урана, мы, например, восстанавливаем нормальные отношения с Центробанком Исламской Республики Иран. Для Ирана это было бы понятно совершенно. Потому что говорить сейчас о том, что нет, давайте вот с 1 июля торговать будем нефтью. Вы знаете, 1 июля – это дата, которая ничего не значит, потому что к этой дате уже все введено. Нефть уже у Ирана не покупается. Санкции в финансово-экономической сфере уже введены. Поэтому 1 июля – это дата, за которой ничего по сути не стоит. Но если бы Ирану что-то предложили, в этом случае можно было говорить о каком-то прогрессе. Я думаю, что не надо слишком муссировать вопрос о ядерном топливе. Почему? Для Тегеранского исследовательского реактора нужно всего лишь 120 килограммов ядерного топлива, если считать по урану. А если считать по гексафториду урана, это будет 177 килограммов. В настоящее время в Иране накоплено 145 килограммов такого материала. То есть в итоге речь идет всего лишь о 30 килограммах, которые Ирану нужно доработать. Это по времени занимает не очень много. Это не очень продолжительный процесс по времени, потому что сейчас работает два предприятия по обогащению урана. Один экспериментальный в Натанзе и второй, который в Фордо. И здесь возникает следующий вопрос. А может ли реально Иран прекратить процесс до обогащения урана? Вот если исходить из Тегеранского исследовательского реактора, хочу сказать, что для этого реактора по сроку его эксплуатации достаточно всего лишь одной загрузки ядерного топлива, и после этого его нужно выводить будет из эксплуатации, потому что оно введено слишком давно. Но здесь иранская сторона может пойти на какие-то шаги, которые обоснуют необходимость продолжения процесса до обогащения урана. Ну, например, они сымитируют строительство атомной электростанции где-либо. Один мотив. Второй может сказать: а мы создавать будем атомную подводную лодку. Для нее нужно ядерное топливо. Причем хочу сказать, что вторая сторона, она более опасна. Почему? Потому что для атомных подводных лодок первого поколения нужна степень обогащения 21% по уран-235. Первого, второго. А для третьего уже 45%. А если Иран будет создавать, например, двигательную установку на основе положим, металлического теплоносителя, это может быть 90%, это уже оружейный уран. Понимаете? Вот это явно на переговорах не обсуждалось, но об этом уже разговор может пойти. И в том случае, если мы не договоримся о том, что реально ограничить процесс до обогащения, то, что я вам говорю, он может возникнуть. И при этом можно не только продолжать процесс до обогащения урана, можно поднять степень обогащения. И Иран здесь будет иметь полное право, потому что для того, чтобы делать ядерное топливо для атомных подводных лодок, нужно вот именно такие степени обогащения, которые я сказал. Поэтому, исходя из этого, надо как-то договариваться. Сколько у нас есть время для переговоров? У нас реально есть только время до конца этого года, потому что с начала следующего года начнется избирательная кампания в Иране.
Как вы знаете, в июне следующего года будут президентские выборы. Махмуд Ахмадинежад не сможет идти на третий срок по законодательству, будет какая-то другая фигура. И с этой точки зрения переговорный процесс станет как минимум на полгода, реально, наверное, на год. Поэтому договариваться нужно сейчас. Очень важно, чтобы на Западе осознали необходимость того, что нужно делать полшага со своей стороны. Потому что то, что предложил министр Сергей Лавров об поэтапности и взаимности, это должно реализовываться не путем какой-то мифической поставки ядерного топлива Тегеранского исследовательского реактора, что Ирану не нужно. Ирану нужно предлагать реальные плюсы от того, чтобы Иран мог продолжать сотрудничество. И вводил какие-то ограничения на процесс до обогащения урана, потому что это принципиально. 6 тонн низкообогащенного урана с степенью обогащения 3,5. Имеется 140 килограммов, 145 килограммов обогащения до 20%. Процесс до обогащения продолжается. Ведь если вот этот материал дообогатить, то можно выйти приблизительно на уровень 5 ядерных боезарядов. Естественно, Запад это беспокоит, потому что непонятен мотив. А зачем продолжается процесс до обогащения урана? Почему? Потому что ведь посмотрите, много материала нужно только для энергетических реакторов. А такой реактор только один, он в Бушере. И туда Россия готова поставлять в течение всего срока службы ядерное топливо. Спрашивается, зачем продолжается процесс обогащения, тем более до обогащения урана? Вот то, что экономически это не очень обосновано, я уже мягко говорю, да, вот это вызывает у Запада серьезные сомнения. Кроме этого, ведь посмотрите, ведь имеет ли Иран право не пускать инспекторов на объект в Парчине? Имеет. А почему? Потому что дополнительный протокол от 1997 года к соглашению с МАГАТЭ о применении гарантий на территории Ирана не действует. Ведь если бы этот протокол действовал, в этом случае инспектора МАГАТЭ могли посещать не только те объекты, которые Иран задекларировал, которые он объявил как ядерные, но и другие объекты. Но если этот протокол не действует, в этом случае Иран имеет полное право не допускать инспекторов на военную базу в Парчине. И с этой точки зрения проблему можно решить только в том случае, если у нас будет взаимное доверие. Вот это, я считаю, сейчас самая главная проблема. Здесь нету того, что вот одна сторона верит, а вторая нет. Тут очень сильное недоверие между друг другом. Плюс, ведь посмотрите, переговоры идут с 2003 года. И после 2004 года, когда достигли успеха во время Пражских соглашений, у нас, по сути, успехов не было. Ведь это, посмотрите, речь идет о 8 годах бесплотных переговоров, которые ни к чему совершенно не привели. Понимаете? Вот о чем идет разговор. Поэтому, конечно, существует очень сильное взаимное недоверие. Но взаимное недоверие может быть снято только тогда, когда двигаются с двух сторон. Когда идет процесс поэтапности и взаимности. И когда Иран говорит, я готов приостановить процесс до обогащения, ему за это дают реальный стимул. В настоящее время санкции, которые ввели в отношении Ирана со стороны Европейского Союза, это серьезные санкции. Они серьезно повлияли на экономику Исламской Республики Иран. Но из этого делать вывод о том, что давайте додавим Иран после сдаса, совершенно неправильно. Иран нельзя додавить. Если вы будете давить Иран, а ведь сейчас уже по сути речь идет об экономической блокаде Исламской Республики Иран, если назвать вещи своими именами. А что вы дальше хотите? Вы что, хотите вводить морскую блокаду? Ведь это уже военный сценарий. Понимаете, вот эта ущербность пути Запада по дальнейшему усилению санкций, она приближает военный сценарий. Военный сценарий никому не нужен, Западу в том числе. Вот это почему-то недопонимается, что нельзя постоянно ужесточать санкции в отношении Ирана. Это путь тупиковый, путь, который может привести к ужасным последствиям во всем регионе. Потому что это будет не война США с Ираном, и тем более Израиля с Ираном. Это будет региональная война, которая вовлечет в себя весь регион. Вот о чем идет разговор. Неужели на Западе вот этого нету понимания? А сейчас эту проблему можно решить? Надо Ирану дать реальный стимул. Реальный стимул, чтобы он дальше шел по пути переговоров. И тогда с ним можно договариваться.